Сегодня 7 июня 2024 года, и я приехала по делам в место, в котором очень и очень тяжелая атмосфера. И, конечно, сейчас я вам его покажу. Всех приветствуем из солнечной Одессы. У нас сегодня ночью снова был дождь, но сейчас замечательная погода, и радуемся хоть тому, что на улице тепло и солнце. Ну, а если о грустном, то сейчас я вам покажу реалии Одессы, чтобы все понимали, что в Одессе не есть так спокойно, как вы думаете. Когда видишь такие здания, то сердце разрывается. Это большая боль и кровящие раны для Одессы. Посмотрите, как это все выглядит страшно. Здесь нету окон. Вот в этом здании когда-то была очень хорошая офтальмологическая клиника, но, к сожалению, все разрушено. А здесь когда-то был супермаркет, в который я не один раз приезжала за продуктами. На площадке супермаркета часто собиралась молодежь вечером и весело проводила свое время. А сейчас посмотрите, руины, которые без окон. И страшно даже подумать, что переживали люди, которые в этот момент находились в этом здании. Ведь здесь же еще много жилых квартир. Там просто у кого-то посносило полностью квартиры. И так до этой поры еще даже ничего не восстанавливали. Возможно, это просто даже не восстановится уже. Или люди просто не хотят сейчас рисковать. Вот так. Кошмар, конечно. Смотрите. А здесь когда-то был музей интересной науки, у меня даже из него остались фотографии. Там было действительно очень интересно, а сверху было кафе, но тоже все разрушено. Мы очень любим показывать подобного рода объекты на своих видео, потому что здесь очень тяжелая атмосфера, и иногда даже сложно поверить в то, что это действительно происходит в нашей жизни и что не это страшный сон. Поверьте, для каждого одессита, даже который в этот момент находился далеко от пострадавших зданий, это очень большая боль и это очень большие раны. И для каждого одессита, и для каждого украинца, и для города в целом. По всему городу так и продолжают цвести шикарные розы. Где не идешь, везде видишь эти замечательные цветы. В этом году розы просто Одессу сделали сказочной. Посмотрите, они просто везде. А света так и нету. Не работает. Работает. Включили светофоры. Быстренько перейдем дорогу. Можем посмотреть, что у нас здесь продают и какие цены. Абрикоски уже появились по 130 гривен. Черешня по 100. Картошка по 20. Здесь еще помидорки по 30. Клубничка по 100. В принципе, по 120. И яблоки по 40. Вчера в Одессе было объявлено штормовое предупреждение. Ветер 15-20 метров в секунду. И грозы, шквалы, ветер. В Одессе тоже был дождь. Вот сейчас смотрю цены на фрукты и понимаю, что в скором времени они должны вырасти, наверное. Работают везде генераторы, невозможно снимать видео. Света нету, потому что фрукты пострадали от этого града. Только на рынках стали дешевле цены, как снова они, наверное, вырастут.
Вот видно, какой вчера в Одессе был дождь. Да, можно увидеть по огромным лужам. Ну, света нету, и мы уже начинаем входить в такой режим жизни без электроэнергии. Конечно, даже когда отключаются уже эти генераторы, все равно какой-то шум в ушах. То, что целый день их слушать, это тяжело. Вот кафешка интересная с машинкой. Даже не знаю, как люди сидят в кафе, потому что здесь вот сидишь за столиком и рядом генератор. Можно сойти с ума, честно. Сегодня на улицах города просто огромное количество автомобилей. Все куда-то спешат и куда-то едут. Наверное, потому что пятница. Если коротко описать обстановку в Одессе, то это можно сделать, как вчера сделал один из одесских пабликов. Это сказать, что засыпаю, нету света, просыпаюсь, нету света, обожаю наше лето. В Одессе лето началось не очень приятно, но мы надеемся, что в скором времени мы вернемся к нормальной жизни с электроэнергией хотя бы для начала. Вот так вот все заливают топливо в генераторы. Аж на улице запах свежего топлива. На улицах города много фруктов и овощей продают. Все можно купить, даже не нужно идти на рынок. Но цена, конечно, иногда немного выше. Не знаю, как меня будет слышно, потому что эти генераторы портят мне все видео, весь звук. Я хоть и стараюсь говорить в микрофон, но вы видите, какая ситуация. Сейчас начался период летней грозы, и очень часто в городе гром, поэтому одесситы пугаются. И даже в новостных каналах пишут, что люди, не пугайтесь, это всего лишь гром, это не какой-то ракетный обстрел. Дожились, называется. На дорогах города сегодня можно увидеть больше маршруток, потому что в городе входит всего 30% городского электротранспорта. Остальные остаются в депо, чтобы была возможность давать больше света для одесситов. Вот так вот. Смотрите, не знаю, как они удерживают равновесие. Очень прикольно. Троллейбусик едет. Кстати, достаточно часто ходят. Не знаю, как говорят, что всего 30%, потому что троллейбусов на улице много. Посмотрите, какая красивая витрина. Просто прелесть. Гортензия просто восхитительна. Ой, кажется, в магазине погас свет. В Одессе продают вот уже такой мед. Сегодня была тревожная ночь, и не только в Одессе, и во всей Украине. Но конкретно у нас по нам были запущены беспилотники. Мы слышали их, слышали, как их сбивают. Это очень неприятные ощущения. Ну, спасибо, все хорошо закончилось. В области было сбито по официальным источникам 8 дронов. К счастью, в нашем городе ничего плохого не произошло. Жители города начали жаловаться на то, что все чаще можно встретить змей на улицах города. И это действительно так. Но такое уже когда-то было. Я помню даже, как шла по улице и просто видела, как на автомобиле сидела змея. Они очень любят залазить под капот, чтобы там погреться.
Сейчас чаще всего можно встретить желтобрюхого полоза у нас в городе. И эта змея занесена в Красную книгу Украины. Она не ядовита, но считается достаточно агрессивной. Но нападает она только в случае, если кто-то проявляет к ней агрессию или она чувствует, что ей угрожает опасность. Поэтому просят их не убивать, а стараться обойти стороной, чтобы ни вам, ни змее не угрожала опасность. И все время ездят троллейбусы. Не знаю, почему на сайте Одессы написали, что будет мало электротранспорта ходить. Встречаю его достаточно часто. В Одессе, в Одесской области, открывается официально уже 8 пляжей. Пляжи должны быть оборудованы специально, чтобы людям было безопасно на них находиться. И говорят, что теперь будут не только сетки, которые будут задерживать мины в море, чтобы их не прибивало к берегу. Поскольку эти сетки ненадежны, еще будет специальный человек, который будет с берега наблюдать, не несет ли мину на волнах к берегу. Вот в таких реалиях живем. Как бы ни радовались мы лету, все равно на пляж ездить остается небезопасным. Здесь розы, даже вдоль дороги розы высадили. Боже, я не понимаю, либо это мы стали блогерами и стали это все замечать, либо действительно за последние годы розы, которые высаживали раньше, так разрослись, что теперь это невозможно не заметить. Вот я просто иду по улице, и вдоль всей улицы высадили эти прекрасные растения. Идешь и просто гордишься тем, в каком красивом городе ты живешь. К сожалению, эта красота уже отцветает. Всем желаем теплого, солнечного и хорошего дня. Помните, что все трудности, которые мы переживаем, делают нас только сильнее. Поэтому не унываем, все у всех будет хорошо. Берегите себя и своих близких. И дарите друг другу улыбки и много радостных моментов. До встречи в следующем видео.